те, кто отправляется в путь, принимает зов, это всегда ненормальный человек. Ненормальный, я говорю, не с точки зрения того, что он глупый, а с точки зрения того, что он выходит за пределы нормы. Вот слово русское «ненормальный». Есть норма, а это не норма. Поэтому, если вы хотите отправиться в путешествие за прекрасным далеко, вы должны согласиться на роль ненормального человека. Он принимает на себя роль добровольно в данном случае. В данном случае добровольно, иногда не добровольно. Принимает на себя роль отщепенца и маргинала. Причем он может себя таковым не называть и как бы еще полумаскироваться. Да, что я еще нормальный. Но через какой-то период он понимает, что бесполезно, никакая маскировка не помогает, и ты реально ненормальный. И это нужно просто принять. Ну вот, допустим, я свой случай могу рассказать, когда у меня случилась 10-я ступень, то я тогда занимался бизнесом, и вдруг вот решил заняться детским садом. Это зов был такой, что я должен помочь детям. Я видел, как взрослые не понимают детей, я это просто реально видел. В этом не было никакой мистики, я это видел вот как. Дети разговаривают на своем языке, взрослые на своем. Между ними непонимание, взрослые, так как они сильнее, издеваются над детьми. Все. Вот я должен сделать так, чтобы этого не было. Хоть в какой-то степени, в какой я там могу. Это вот как был зов. И когда я начал заниматься детским садом, я все надеялся, что это как-то будет окупаться, а не то, что там доход приносить. Как-то окупаться, оно не окупается, не окупается. Год не окупается, 2-3 года не окупается. Но пока еще бизнес шел, я оттуда деньги забирал, туда, значит, в этот детский сад вываливал. И, соответственно, значит, когда бизнесом занимался, я носил шерстяные костюмы и ездил на престижной машине. А это вдруг надел какую-то чудную одежду. Я именно буквально надел чудную одежду. То есть, когда меня знакомые встречали, они видели лицо мое, а все остальное не мое. Там в какой-то другой одежде стоит человек и закупает эти такие вот баулы продуктов в руках. И потом начинаешь объяснять, что, зачем. Они с точки зрения того, что это типа выгодно, я говорю, нет, не выгодно. А тогда что, зачем? То есть ненормальный. Непонятно, зачем он этим занимается. А вот зов пошел вот и занимаюсь. И в конце концов я полностью сбросил с себя всю эту маску, принял свою ненормальность, надел дешевые, очень дешевые шорты, которые мне подарили родители тех детей, шлепанцы, и ходил в шортах, в шлепанцах, очень счастливый, с такой вот улыбкой. Мне это все очень нравится. Но ненормальный человек. Через где-то 2-3 года я вот это уже полностью принял, потому что это было невозможно уже не принять. Фактически ты исцелял своего внутреннего ребенка. А фактически я исцелял своего внутреннего ребенка, потому что на самом деле тема эта была полностью моя. В детстве меня совершенно не понимали, но я думаю, как и большинство детей, но для меня это было остро. Для меня это было очень остро. И когда я понимал тех детей, которые ко мне приводят, фактически я своему внутреннему ребенку давал понимание, что тебя понимают. Тебя понимают. Особенно, когда приводили тех детей, которые были похожи в чем-то на меня. Вот я видел в этих детях какую-то черту, которую помнил из своего детства. Особенно, когда я детям давал свободу. Вот я такой кайф испытывал вообще, неимоверный. Все мне говорили, Андрей, говорит, ты вообще чокнулся уже. Тебе какие родители детей приводят? Тебя же убьют. Закопают и не найдут никогда. А у меня, слава Богу, за 10 лет ни одного происшествия не было серьезным с ребенком. А я не соблюдал никакие эти нормы, которые были в детских садах там постулированы. Мне было больно, когда я видел, какие нормы в детских садах. Это ужас, это издевательство, это гнобят детей. Детям по настрою, сейчас, наверное, не так, не знаю, может и так, уже не знаю. Но тогда я видел, значит, детям по настрою в детских садах лесенки, я как сейчас помню. И лесенки такие высокие, примерно в рост взрослого человека, некоторые даже выше.
Ну нафига вы их построили? Детям, значит, можно, значит, ребенок на одну вот эту планку поставил ножку, на вторую. Дальше воспиталка ему орет: нельзя. Ему же интересно. Вы зачем построили? Он же развиваться должен. Нельзя. И вот если такому ребенку сказать 100-150 раз нельзя, в жизни что он будет? Всего Он боятся. никуда не пойдет. Да. И я это видел, и у меня и сердце кровью обливалось. Я думаю, блин, вот гады бы. Вот прямо вот убил бы вот эту. Вот да, такое вот было вот у меня желание. А потому что вот мне тоже все время нельзя, нельзя вот это вот в детстве. Приход позволения быть не таким. Ну, да ну элементарно, ребенок залез на лестницу, что ж там не такого-то. 50, то есть, когда ты уже взрослый. Да, но это уже да. Тот ребенок быть не таким страх, а здесь такой, ты позволяешь как-то себе, как-то потихонечку, хотя ты внутри уже такой, а позволяешь. И вот такие картины еще тоже помню. Там прям врезалась в память такая картина. Вот, в детском саду девочка из горки кататься нельзя. Зачем она тогда, горка? Зачем она тогда горка? То есть, ну я не знаю, может кому-то можно, а всем было нельзя, не знаю. Почему нельзя, непонятно. Вот. И я, значит, вот гулял, а там девочка какая-то отбилась от общего стада и полезла на горку. А ей орет оттуда там воспитательница: нельзя. Вот потом воспитательница ушла, я ей говорю: девчонки, пойдем. Я ей раз так, и она скатилась. Ой, она такая счастливая была. Ну и все, скатилась, и хорошо. Я пошел дальше по своим делам. Ой, такая картина. Обрастаешь, никто не сдерживает. Нет. И я вот так вот ухожу, и эта девочка около горки стоит, и мне так ручкой машет. Вот. А если вы принимаете вот эту вот роль отщепенца, там, маргинала и так далее, какого-то человека, который идет вот не за всем стадом, тогда вы все, вы пошли. Если вы эту роль не приняли хотя бы через некоторое время, через какое-то, да, то фактически вы, ну, скорее всего, вы не пойдете, вы не сможете. Поэтому вот эта вот тема отщепенца, она в той или иной степени будет присутствовать. То есть не обязательно быть прям совсем уже таким оторвой, это не обязательно. Но то, что вы пойдете против тех правил, которые сейчас у вас есть, и радикально против этих правил, это совершенно Знаешь, однозначно. я вспомнила сейчас этот момент. Вот этот садик, я вспомнила, как там все было нельзя, но, правда, с горки катались, она небольшая была. Но вот это напряжение. Если что не так, ты все сразу в угол или куда. Леваша. И я помню, как я убежала из этого садика, а у меня дом был через дорогу, недалеко совсем. А я просто мыльные пузыри забыла, а все пришли дети как-то с мыльными пузырями, начали дуть красивые пузыри. А мне тоже так хотелось, но дети-то они эгоистичны, они же с тобой не поделятся никто. И мне так захотелось, я думаю, все, побегу домой, и там дырка в заборе была, а я знала эту дырку. И я вылезла, по-моему, и какая была свобода! Я как Таилечка. Девочки, меня освободили! Вот у меня было точно такое ощущение, я такая свободная. Итак, вот маргинал. Кто такие маргиналы? Ну, опять из сказок, из мифов, и из легенд мы знаем основные роли. Это дурак. Чем интересен дурак? Ну, во-первых, это нам очень близкий персонаж. Русский народный персонаж. Вообще, русский народный герой – это Иванушка Дурак. Это герой настоящий, то есть который ничего не делает, но как-то все у него срастается. Вот. И ну, своего рода везучий, да, своего рода. А есть карта Таро, которая так и называется, дурак. Причем, что интересно, в различных колодах эта карта Таро 22-й аркан имеет, то есть самый низший, а в других колодах карты Таро имеет нулевой аркан. То есть как бы вообще вне системы. Шут уже не называют. Шут, дурак, да, называется. Если по каким-то причинам вы вошли в поток дурака, шута, то вот есть у Ершова замечательная строчка, она прям полностью будет характеризовать этот момент. Все пустяк для дурака. Он садится на конька и так далее, там куда-то поскакал, да? Вот чем дурак силен, тем, что он никакие препятствия не видит, не замечает. Не то, что он супер, он дурак. И он не глупый. Он не глупый. Вот это именно... Но его ведет чувство другой реальности. Да.
Да, он ее очень отчетливо чувствует. И он отчетливо чувствует другую реальность именно как сияющую свободу. Бог бережет. И дурака Бог бережет. Потому что Да. он действительно на связи с Богом, ему ничего не мешает чувствовать. Да, то, что его ведет, он как вот ведут, так он и идет. Да, Еще, по-моему, таких юродивыми называют. Да. юродивый, Именно. юродивый, да, Да, вот да, на Руси это юродивый. Так вот, как же выглядит дурак? Во-первых, на карте нарисованы сияющие вершины, белоснежные вершины. Что такое белоснежная вершина? Это вершины духа, то есть туда. Но дурак идет не напрямую туда или никак не по дороге, а он идет в пропасть. Он еще и абсурдный, да, такой персонаж. Он идет в пропасть, одежда его рваная. А почему в том числе она рваная? Потому что собаки к нему цепляются, вырывают одежду, а он смотрит вверх, такой вот. Ну, вот он такой. И идет, как бы шагает вот в пропасть, такой широкий шаг, вот у дураков у них такие вот. Вот широкий шаг такой, и туда вот как бы в пропасть идет. Но если его дорога в пропасть дурака, зачем рисовать эти сияющие вершины? А вот ему нужно через пропасть. Абсурд, но в конце концов попадает именно таким образом, что это и есть самый такой вот прямой путь. Он смотрит вверх, он под ноги не смотрит. И тем не менее он приходит в конце концов к этим сияющим вершинам, как нам известно из сказок. Ну, например, тот сюжет, который был лично в моей жизни. Я его не осознавал, но когда я прочитал об этом сказку, у меня все выстроилось вот какой был сюжет в моей жизни. Значит, сказка такая нетривиальная и неизвестная широко. Сказка о работнике, который работал, ну не у попа работал, а у какого-то богатого человека работал. Нанял его богатый человек на год, ему сказал, вот тебе вот такая-то вот плата, будешь питаться, будешь жить у меня, работа вот такая. Он работал, проходит год, значит, хозяин ему говорит, вот тебе плата, все, спасибо, иди. Он забирает плату свою, какие-то там монеты, подходит к колодцу, возвращается куда-то, подходит к колодцу воды напиться и бульк туда все эти монеты уронил. Опять возвращается к своему работодателю, говорит, такая история. Все, я, значит, уронил, возьми меня опять на работу. Тот опять его на работу берет. Опять та же самая ситуация, второй раз одна и та же, только там не в колодец, а куда-то еще он посеял эти деньги, опять потерял. Третий раз возвращается к работодателю, к своему, опять год работает, зарабатывает, но по истечении 3 лет работодатель над ним смилостивился и говорит, я вот тебе ставлю на выбор мешок серебра и мешок с песком. Выбирай. Ну и понятно, что он выбрал. Конечно, он выбрал песок, но дурак. Выбрал песок, взвалил себе песок на плечи и пошел. Значит, ну, дальше сюжет развивается иначе. Идет он пошел в лес, что интересно. Чаще всего идут в лес. Что такое лес? Это вот такие дебри, да, опять неизвестно куда и неизвестно зачем. Заходит в лес и смотрит там костер. Думает, ну, пойду погреюсь. Подходит, в костре горит девушка очень красивая. Тут-то песок и пригодился. Он скидывает мешок песка с плеч, засыпает огонь. Засыпает огонь песком. А та девушка, конечно, ему говорит, что она непростая девушка. Дочь царя, наверное. Дочь царя. Дочь царя. Что только она в лесу в костре делала. Ну, вот такая вот сказка. И как бы вот она такая непонятная, но мы сейчас с вами постараемся разобрать, в чем дело-то. Путь дурака. И приходит к царю, ну и там еще какие-то события, по-моему, были. Но в конце концов он женится на этой царевне, естественно, как все дураки, да, вот что интересно. В сказках. И становится, соответственно, царевичем. Давайте с вами разбирать. Вот если бы тот дурак не уронил бы те 5 золотых, да, ну чего бы он там, ну пожил бы на эти 5 золотых, или сколько он там их заработал. Если бы в конце концов он взял бы этот мешок серебра, но тоже опять бы неплохо пожил. Но со всеми вот этими наработками смог бы он стать мужем царевны? Нет.
а с мешком песка смог. Это путь дурака. То есть те вещи, которые не поддаются логике. Не поддаются, это абсурд. Он шагает в пропасть, а в результате выигрывает. И отказ от меньшего, вот, от каких-то соблазнов. Нет, не отказывался от меньшего. То есть так получается. Вот вы видите, в чем дело? Это именно вот энергии дурачества. Это абсурд. Это, но только это не глупость. Кураж, абсурд. И самое главное, почему Бог дурака любит? Потому что он бескорыстный. Все это он делает, все, что он делает, это бескорыстно. Что ему в башку взбрело? Взбрело в башку, возьми мешок песка. А если бы он выбрал серебро, то он бы не был уже и не только дураком, но он бы не был и бескорыстным. И тогда бы Бог ему не помогал. Не привязан к результату. Он не привязан к результату. Он бескорыстный, поэтому в некоторых картах Таро это нулевой аркан. Это как бы и самый высший ранг, и в то же время вне всяких рангов. И он может быть кем угодно в том числе. Потому что вот этот вот поток дурака, он еще как бы поток и артиста в том числе, он может перевоплощаться. Но перевоплощение изначально бескорыстная игра ради игры. Есть дурак, а есть глупый. Это не одно и то же. Да, идеи. Понимаете? Если вы будете глупыми, то всего этого у вас не будет. Там результата нет. Здесь вроде глупо выглядит, но есть результат. Вот именно глупо выглядит. Поэтому великий, могучий русский язык. Есть слово «дурак», а есть «глупый». Это не одно и то же. Объяснить словами крайне трудно. Вот как, допустим, я слышал, я не изучал, но я слышал, что китайский язык также, даже еще труднее, чем русский объяснить. Там не только все эти иероглифы, а там тона, полутона. В зависимости от того, с какой тональностью ты говоришь, совершенно разные смыслы. Одно и то же слово с Да. разной тональностью. Ну, как наш незабвенный Задорнов, Царство ему небесное, он говорил, можно же сказать как, я тебя никогда не забуду, да? Можно сказать, я тебя запомнил. Вот то же самое. Мы говорим дурак или глупый человек. Это даже название, слова разные. Это не одно и то же, нет. Он не совершает глупость, он совершает дурость. Глупость – это ошибка, это неправильный выбор. А дурость – это бескорыстный выбор, которому следует человек вообще не зная почему. Такая удивительная энергия. Я почему о ней так еще долго рассказываю, потому что она мне прекрасно знакома. И во многом, в 2003 году я во многом шел путем дурака. Во многом, но не во всем. Это было вот реально так. Это такой несказанный кайф, я вам должен сказать. И почему это кайф? Потому что ты свободен. Если в вас волей судеб активизируется этот поток, то вы его без труда узнаете. Дурак, он не глупит, он дурачится. Чудит. Чудит, дурачится, но он не глупит. Он не глупый человек. Хотела четверостиших помощь врага прочитать. Да, У меня, да. если можно, я... Да. Там у меня по поводу этой карты родилось. Сойти с ума, приятная готовность. Соблазн велик, и я не устаю. Разбег длиною в жизнь, как сути непреложность. Мои свобода и блаженство там, у бездны на краю. Ну, великолепный стих, да. Мурашки, прям Да. А это чьи стихи? Ваши. Пишется. Ну, значит, вы этот поток, Нет, нет, это я раньше. вы этот поток брали. Прям чувствуется, прям Да, чувствуется да. энергетический Да, да, отзвук, да, прям да. пошел мурашки, прям вот. Это реально. Я всегда так посчитываю. Да. А вот так с виду не скажешь, что человек дурак-то. По тебе тоже не По скажешь. мне тоже не скажешь. По мне тоже не скажешь. Но вот периодически каждый из нас, ну не каждый из нас, кто-то из нас может брать этот поток дурака.